Прощение как свобода. Почему мы прощаем не для других, а для себя? Прощение не означает, что вы одобряете то, что произошло. Это означает, что вы освобождаете себя от груза прошлого. Великое заблуждение о прощении. Большинство людей считают прощение актом милосердия по отношению к тому, кто причинил боль. Мы думаем, он не заслуживает прощения, или пока она не извинится, я не прощу. Но это фундаментальное непонимание природы прощения. Прощение — это не подарок обидчику, это подарок самому себе. Тюрьма обиды. Когда мы держим обиду, мы становимся тюремщиками самих себя. Каждый раз, вспоминая о нанесенной нам боли, мы заново переживаем это событие. Обидчик давно забыл о произошедшем или даже не подозревает о нашей боли, а мы продолжаем носить в себе яд обиды. Непрощение — это как пить яд и ждать, что отравится другой человек. Что происходит с нами, когда мы не прощаем? Эмоциональное истощение. Обида требует энергии. Мы тратим жизненные силы на поддержание гнева, вместо того, чтобы направить их на созидание. Застревание в прошлом. Непрощение привязывает нас к болезненному моменту. Мы не можем двигаться вперед, потому что эмоционально остаемся в той точке, где были ранены. Повторение паттернов. Неосознанно мы притягиваем похожие ситуации, потому что внутри нас живет неразрешенная боль. Разрушение доверия. Обида на одного человека постепенно отравляет наше отношение к миру в целом. Истинная природа прощения. Прощение — это не оправдание поступка обидчика, согласие с тем, что произошло, обязательство восстановить отношения, проявление слабости. Прощение — это освобождение себя от власти прошлого, выбор в пользу собственного психологического здоровья, акт внутренней силы и мудрости, решение не позволять чужим действиям определять качество нашей жизни. Процесс освобождения. Признание боли. Нельзя простить то, что мы не признаем. Первый шаг — честно назвать свои чувства. Да, мне больно. Да, я злюсь. Да, я чувствую себя преданным. Понимание цены непрощения. Задайте себе вопрос: что мне стоит эта обида? Как она влияет на мой сон, отношения, работу, здоровье? Сколько времени и энергии я трачу на поддержание этого гнева? Выбор свободы. Прощение — это решение. Не чувство, а выбор. Мы выбираем освободить себя от груза прошлого, независимо от того, заслуживает ли обидчик нашего прощения. Отпускание контроля. Мы не можем контролировать действия других людей, но можем контролировать свою реакцию на них. Прощение — это принятие этой фундаментальной истины. Парадокс силы. Многие считают прощение проявлением слабости. На самом деле это требует огромной внутренней силы. Легко держать обиду — это пассивная позиция. Трудно простить — это активный выбор, требующий мужества и мудрости. Слабый человек остается жертвой обстоятельств. Сильный человек прощает и освобождает себя. Прощение и справедливость. Прощение не отменяет справедливости. Мы можем простить и одновременно принять меры для защиты себя. Можем простить, но не забыть урок. Можем освободить свое сердце от обиды, но не обязательно восстанавливать доверие. Прощение — это внутренняя работа. Справедливость — внешняя. Постепенность процесса. Прощение редко происходит мгновенно. Это процесс, который может занять время. Иногда мы прощаем сегодня, а завтра снова чувствуем боль. Это нормально. Прощение — это не одноразовое действие,
а ежедневный выбор. Каждый раз, когда всплывает болезненное воспоминание, мы снова выбираем – держаться за обиду или отпустить ее. Самопрощение – высшая форма. Труднее всего простить себя. Мы часто более жестоки к себе, чем к другим. Но без самопрощения невозможно истинное исцеление. Простить себя – значит принять свою человечность, право на ошибки, возможность расти и меняться. Свобода выбора. В конце концов, прощение – это утверждение нашей свободы. Это заявление. Я не позволю твоим действиям определять качество моей жизни. Я выбираю мир вместо войны, любовь вместо ненависти, свободу вместо рабства. Когда мы прощаем, мы не говорим «то, что ты сделал, было правильно». Мы говорим «то, что ты сделал, не будет больше контролировать мою жизнь». Заключение. Прощение — это не акт альтруизма. Это акт самосохранения. Это не слабость, а сила. Это не забывание, а освобождение. Мы прощаем не потому, что другие этого заслуживают. Мы прощаем потому, что мы заслуживаем быть свободными. В мире, полном боли и разочарований, прощение — это наш путь к внутреннему миру. Это мудрость, которая трансформирует раны в шрамы, а шрамы — в мудрость. Простите не для них. Простите для себя, потому что вы заслуживаете жизни, свободной от груза чужих ошибок. Прощение освобождает душу, устраняет страх. Именно поэтому прощение — такое мощное оружие. Нельсон Мандела. Напишите в комментариях, какая обида живет в вас до сих пор? Что мешает вам простить? Или, возможно, вы уже прошли этот путь? Поделитесь своей историей. Она может вдохновить других. Мы читаем каждый комментарий и ценим вашу откровенность. Помните, прощение не для них, а для вас. Вы заслуживаете внутреннего покоя.